пошло. Добрый день, друзья! Сегодня хочу ответить на вопрос Светланы Красавцевой. Но я и сама хотела сделать этот эксперимент без этого вопроса, но все-таки озвучу. Елена, а вы будете новые волшебные гранулы добавлять в керамзит? Но они не такие уж новые, потому что я ими пользуюсь с марта этого года. И не раз вам показывала свои бульбовые орхидеи. Они прекрасно растут и великолепно цветут. Ссылки на видео, в которых я показываю бульбовые орхидеи, я оставлю в правом верхнем углу экрана. И ничего волшебного в этих гранулах нет. Я о них тоже рассказывала. И в плейлисте про эксперимент с препаратами аминосил рассказ об этих гранулах есть. Но самое главное, они стоят значительно дешевле, чем жидкий аминосил. И, конечно, их начали приобретать, засыпать сверху ложками, и не чайными, а столовыми. И корни усохли, и орхидеи начали погибать. Чтобы понять, как я буду использовать гранулы на фаленопсисах, вот я поставила 3 фаленопсиса и поэкспериментируем вместе с вами. Эти цветы не участвуют в эксперименте с жидким аминосилом. Вы знаете, что у меня целый стеллаж с орхидеями. Поливаю орхидеи там только жидким аминосилом. В конце месяца вам расскажу, какие результаты, но летнее цветение этих орхидей было прекрасное. Ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана. И чтобы понять, что происходит с гранулами в горшках орхидей, беру одну гранулу и помещаю ее в воду. И пока вам буду рассказывать, почему орхидеи погибли от применения фаленопсисы, именно фаленопсисы, от применения гранул аминосила, вот эта гранулка полежит в воде, ну, давайте я замечу время, 5 минут. Для того, чтобы понять, что же произошло, нужно сначала прочесть состав удобрения. Гранулированное – это значит концентрированное. Концентрированный раствор, он более слабый, чем гранула. Это всегда так. Одно время было очень модное удобрение осмокот. Так вот, осмокот, гранулы осмокода, кругленькие такие, красивые, они находятся в желатиновой оплетке и непосредственно с корнями не контактируют. А эти гранулы без оплетки, то есть все, что находится в этой грануле, моментально попадает на корни. Ну, сухое ничего не сделает. Но вы же поливаете орхидеи. И когда гранула распадается, получается очень сильно концентрированное удобрение. А это удобрение содержит не только макро-микроэлементы, но и 40 аминокислот. Не забывайте об этом. Понятно, что прошла ферментация, что они в хелатной форме, которые усваивают орхидеи, но все равно это кислоты. И в большой концентрации они могут вызвать ожог. Но я не говорю о тех кислотах, которые мы применяем дома. Казалось бы, уксусная кислота, но почитайте на бутылке, она или 6%, или 9%. А если вы возьмете 100% уксусную кислоту и капнете себе на руку, вы получите ожог.
ясно, что здесь все для растений. Но когда кладете горсть, представляете, какая концентрация? Вот корни и сгорают. Прошло 5 минут. Давайте посмотрим, что происходит с гранулой за 5 минут. Видите, она рассыпается. Ну, 5 минут, 10 минут. То есть она в горшке должна прийти вот в такое состояние. Гранула полностью, ну, сейчас я ее разобью, не растворяется. Все равно остается осадок. Вот он. Что-то растворилось в воде, какой-то осадок остался. Вот это и будет удобрять наши орхидеи. На упаковке написано, что чайная ложка без горки на 3 литра грунта. Есть у меня большие орхидеи, которые находятся в 3-литровом горшке. Но чаще всего это литровые горшки. 1,6 литра. Ну и вот здесь на полке стоят 2, 2,4, 2,2. То есть даже чайная ложка будет очень много. В такие небольшие горшки нужно класть гранул намного меньше. Например, вот такой литровый горшочек можно положить максимум 3 гранулы. Для чего у меня стоят разные горшки, разные посадки? Кора. Кора плюс керамзит и керамзит. Сёма, давай ты мне не будешь мешать. И я хочу положить в литровый горшок 3 гранулы, а в горшки 1,6 4 гранулы. Самое важное, как я хочу это сделать? Не насыпать сверху просто так. Мы же понимаем, что гранулы будут вот так рассыпаться, только находясь в воде. То есть куда-то их нужно поместить так, чтобы они не касались корней, непосредственно прямо не были на корне, но при поливе вот так распадались. Так, сказала вам, что у меня здесь одна кора, у меня здесь кора плюс совсем немного керамзита. Нахожу место, куда можно поместить гранулу между корнями. С краю делаю небольшое отверстие и вот туда в глубину помещаю эту гранулку. Точно так же делаю в других местах. Сейчас мне все скажут: ой, как это все заморочено. Да, это заморочено. Но это нужно делать всего раз в месяц. Сейчас объясню почему. Здесь очень плотная посадка и очень много. О, какие корни шикарные. Очень много корней. Но сделаю точно так же. Почему глубоко? Ну, потому что полив должен быть с замачиванием. И для того, чтобы эти гранулы растворились и принесли какую-то пользу орхидеи, они должны быть в воде при поливе. Так, 4. Видите, по краю горшочка. Ну и керамзит это еще проще. Сейчас еще возьму 4 гранулы. Я хочу проверить. Вот здоровые 3 орхидеи. Случится ли с ними что-нибудь волшебное? Или они вдруг погибнут ни с того ни с сего?
Надеюсь, что этого не случится. Почему я сказала, что надо это делать раз в месяц? Я поливаю свои орхидеи раз в 2-3 недели. Один полив я делаю с удобрением, другой чистой водой. Если я их буду вот так поливать, а мы с вами видели, что гранула распадется, и из керамзита при поливе чистой водой это все вымоется и не останется удобрения, вот для этого я и буду через, опять же, полив добавлять эти гранулы. Да, это получается дешевле, чем жидкое удобрение. Но опять же, вот для фаленопсисов мне значительно удобнее пользоваться этим удобрением. А для бульбовых орхидей, так как у меня их немного, если у меня фаленопсисов более 350, то бульбовые орхидеи, ну, может быть, 25. Ну, в 25 я внесу так удобрение. Но для того, чтобы понять, можно ли использовать гранулированное удобрение на фаленопсисах, мы сделаем такой эксперимент. Теперь, как я поливаю свои орхидеи, ну, я не раз это показывала. Вот где-то в середину горшка мы поместили удобрение. Вода теплая, 28-32 градуса. Я наливаю в горшок воду на 2 сантиметра ниже уровня грунта. Где-то здесь находятся гранулы. Мы с вами видели, что через 5-10 минут гранула распадается. Но а поливаю орхидеи в керамзите я не менее часа. То есть держу воду в горшке, потом всю воду сливаю. Вы мне скажете, а как же в коре? Знаете, у меня такая кора сухая, что она сейчас еще ведет себя точно так же, как керамзит. Все просушено. Ну, может быть, чуть-чуть вот здесь снизу есть влага. Но если я вам скажу, что я поливала эту орхидею всего 6 дней назад, и она практически уже вся сухая, особенно сверху, то пройдет еще 3 дня, и она вся высохнет. Ну, я имею в виду, грунт весь высохнет. Так что вот такие посадки в такой коре, пока она не влагоемкая, пока она еще не набрала вот эту влагоемкость. Лунная серенада, детка лунной серенады, посажена она уже месяца 3 в эту кору. И кора не набирает влагоемкость. Сёма, это моя палочка. Так что поливаю точно так же. Ну, может быть, не час, конечно, я ее держу. Так. Хороший, конечно, помощник. На тебе палочку иду. Я ее держу не час, а всего 30 минут. Но наливаю воду в горшок точно так же, как и в керамзит. Это только потому, что кора не влагоемкая. Если кора влагоемкая, то 10-15 минут кора вбирает в себя очень много влаги и потом отдает корням в течение недели, 2, а то и больше. Но это уже зависит от температуры в вашем помещении. Вот такой эксперимент у нас теперь будет проходить. Эти орхидеи раньше не удобрялись жидким аминосилом, они не находятся на том стеллаже. Я сейчас наклею на них стикеры. Что, Сёма, неинтересно играться палочкой, когда можно ей играться? Да? Я сейчас на горшки наклею стикеры, чтобы было понятно. Эти орхидеи участвуют в эксперименте волшебные гранулы. Будем наблюдать, что будет происходить с этими орхидеями.
Воду отсюда через час, отсюда через полчаса я вылью. А эту полью, просто воды не хватило. Понаблюдаем. Интересно, мне очень. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.